Всем привет, это Мысли Мозес. И сегодня я расскажу вам о цивилизациях. А перед началом видеоролика прошу подписаться на канал, поставить лайк, ведь новые ролики каждую неделю. Ну и начнем. А для начала я хочу задать вам вопросы, такие как: для чего нужна цивилизация? Как она работает? Почему она сложная? И почему у нее нет конца? Непонятно? Ну ничего, разберемся. Это Мысли Мозес. Начинаем. Цивилизация — это сложная социокультурная структура, Естественно. которая включает в себя развитые формы организации общества, институты, страны, экономическую систему, религиозные и философские убеждения, правовую систему и технологический процесс. Однако понятие цивилизации может иметь различные интерпретации, Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартанул. в зависимости от контекста и исследовательского подхода. В некоторых случаях цивилизация рассматривается как совокупность достижений и инноваций, связанных с развитием языка, письма, художественных выражений и технологических достижений. В других случаях цивилизация определяется через политические и социальные организации, экономические структуры и институциональные рамки. Институциональные рамки. Исторически цивилизация формировалась и развивалась в различных регионах мира, достигая высокого уровня развития в разных временных периодах. Некоторые из наиболее известных цивилизаций включают древние цивилизации Месопотамии, Египта, Римской империи, Китая, Индии, а также средневековые цивилизации Византии, арабского мира и майя. А одним из ключевых аспектов цивилизации является социокультурная организация. Охрененно тупая идея. Это включает в себя установление норм и ценностей, формирование социальных классов, создание правовых систем и функционирование политических структур. В рамках цивилизации происходит обмен идеями, появление и развитие науки, литературы, искусства и многого другого. А технологический процесс также считается важным аспектом цивилизации. Да не бомбит у меня! Развитие инструментов, изобретение новых средств передвижения и коммуникации, использование энергии, создание удобства, развитие инфраструктуры — все это отражает продвижение цивилизации вперед. Цивилизация — это результат локального и глобального взаимодействия людей, а также их культуры и идей. Они способствуют развитию человеческого общества, формированию общего запаса знаний и опыта, а также способствуют укреплению социальной и экономической стабильности. Но давайте поговорим о истории. Давайте конкретнее поговорим о истории цивилизаций. Ведь это очень потрясающая и захватывающая тема, которая заслуживает особого внимания и изучения. Человечество уже на протяжении долгих тысячелетий стремится к прогрессу и развитию, и история цивилизации предоставляет непередаваемый обзор этого увлекательного пути. Первыми цивилизации, о которых мы знаем, были древние цивилизации двуречья, Месопотамии, Индии и Китая. Эти цивилизации формировались в долине рек Тигр и Ефрат, Нила, Инда и Желтый. Каждая из них развивала свою уникальную структуру, язык, религию, систему управления. Месопотамия, например, была известна своими великими городами, такие как Ур и Вавилон, и развила первую письменность – клинопись. Египет также славился своими пирамидами, фараонами и богатой религиозной системой, включающей в себя культуру Осириса и Изиды. Затем наступил период Древней Греции и Римской империи, где цивилизация достигла своего пика. Эти две цивилизации оказали огромное влияние на западную культуру и право. Греция известна своими философами, такие как Сократ, Платон и Аристотель, а также демократической системой политического управления. Рим своим великим правителем Юлием Цезарем и императорами, такие как Август или Нерон. Это все оставило неизгладимый след в истории. Спустя некоторое время верх взял Восток, и Китайская империя стала одной из самых могущественных в мире. Совпадение? Не думаю. Китайская цивилизация блестяще развивалась в области науки, искусства, астрономии и медицины. Бумага, порох, шелк – все это изобретения Китая, которые оказали значительное влияние на мировую историю. В то же время в другой части света развивались другие великие цивилизации – майя, ацтеки и инки в Центральной и Южной Америке. Вы что, с ума сошли, что ли? Они создали потрясающие города, такие как Чичен-Ица и Мачу-Пикчу, которые до сих пор вызывают удивление и восхищение. Они развивали собственные формы письма, астрономии и математики. Их религиозные обряды и обычаи заполнили их жизнь тайной и мистикой. История цивилизации — это непрерывное движение от одной эпохи к другой. Это печально. Она включает в себя не только успехи, но и неудачи, конфликты и инновации. Иногда цивилизациями правили мудрые и праведные правители, которые вознесли свою страну на вершины славы. А иногда тиранные и жесткие диктаторы, которые погубили все достижения предыдущих поколений. В наше время мы стали свидетелями новых цивилизаций. Smile face.
Информационная эра открыла новые горизонты и возможности в области технологий и связей. Цивилизации смешиваются и обмениваются культурами, принося уникальные идеи и привозя разнообразие в наш мир. История цивилизации — это огромная мозаика, в которой каждое звено имеет значение и оставляет свой след. Ее изучение помогает нам понять, откуда мы пришли и куда мы идем. Она показывает нам, что человечество может достичь великих высот и преодолеть невероятные трудности. По итогу, история цивилизаций является ярким потенциалом человеческого ума. И его стремление к процессу, она вдохновляет и мотивирует нас искать новые горизонты, преодолевать трудности и создавать свой след в этой бесконечной истории. Тут приостановимся и давайте рассмотрим плюсы цивилизации. Ведь цивилизация — это невероятно сложная и уникальная форма организации общества, Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. которая возникла в результате эволюции и развития человеческой расы на протяжении тысячелетий. Она имеет огромное количество преимуществ и положительных аспектов, которые существенно улучшают качество жизни людей. Одним из главных плюсов цивилизации является развитие новых технологий и науки. Цивилизация стимулирует умы людей к постоянному исследованию и изучению окружающего мира, что приводит к открытиям и изобретениям, которые в свою очередь улучшают нашу жизнь. Благодаря цивилизациям были разработаны медицинские технологии, которые позволяют сохранять здоровье и продлевать жизнь, а также были созданы средства связи, транспорта и коммуникации, которые обеспечивают связь между людьми по всему миру. Цивилизации также способствуют развитию образования и культуры. Тема образования и науки, появившаяся в результате развития цивилизации, позволяет каждому человеку раскрыть свой потенциал и получить знания и навыки, необходимые для успешной жизни. Культура, искусство и литература развиваются и процветают благодаря цивилизациям. Они становятся источником вдохновения и эмоционального обогащения для людей. Формирование цивилизации также способствует росту экономики и снижению бедности. Впрочем, ничего нового. Благодаря развитию производственных технологий и улучшению системы распределения ресурсов, цивилизация способна создавать процветающие деловые среды и обеспечивать уровень жизни, который недоступен в нецивилизованных обществах. Более развитые цивилизации могут представлять помощь и поддержку странам, испытывающим экономические трудности, способствуя сокращению неравенства и улучшению жизненных условий для всех. Кроме того, цивилизация способствует установлению порядка и правопорядка. Благодаря сложившимся нормам и ценностям, цивилизованное общество устанавливает правила и законы, которые обеспечивают гармоничное сосуществование людей. У цивилизации есть система правосудия, которая обеспечивает справедливость и безопасность для всех членов общества. И, наконец, цивилизация способствует развитию и сохранению мира. Сложна, непонятно. Благодаря развитию дипломатических отношений, созданию международных организаций и способности находить компромиссы, цивилизация помогает предотвращать конфликты и споры, ведущие к вооруженным конфликтам. Они способствуют развитию культуры, мира и уважения к друг другу. Таким образом, цивилизация — это одно из величайших достижений человека, которое приносит множество плюсов в нашу жизнь. Они стимулируют развитие науки и технологий, образования и культуры, способствуют экономическому росту и борьбе с бедностью, обеспечивают установление правопорядка и мира. Без цивилизации наш мир был бы, несомненно, менее развитым, сложным и интересным местом для жизни. Ну и хватит о плюсах. Давайте и о минусах тоже. Ведь одним из главных минусов является утрата связи с природой. По мере развития человеческой цивилизации мы становимся все более оторванными от окружающей нас природы. Мы строим города, развиваем индустрию, загрязняем окружающую среду и уничтожаем природные ресурсы. Это приводит к климатическим изменениям, вымиранию видов, разрушению экосистем и другим экологическим проблемам. Утрата связи с природой также ведет к забвению о нашей зависимости от нее и нежеланию сохранять окружающую среду для будущих поколений. Еще одним минусом цивилизации может являться неравенство. По мере развития общества, экономического процесса и накопления богатства возникает разрыв между богатыми и бедными. Это неравенство проявляется как внутри отдельных стран, так и на мировом уровне. Богатство и власть становятся сконцентрированными в руках небольшого количества людей, что ведет к социальным напряжениям и несправедливости. Бедные и уязвимые слои населения страдают от недостатка доступа к образованию, здравоохранению, благополучию и возможности к самореализации. Еще одним минусом цивилизации является коммерциализация всех сфер жизни. Прибудет с тобой сила. В современном обществе все больше и больше вещей, услуг и отношений становятся подверженным воздействию денег и рынка. Коммерциализация часто приводит к потере таких ценностей, как справедливость, человечность, сочувствие и доброта. Она подчиняет все и вся беспощадному закону спроса и предложения и ставит интересы корпорации и прибыли выше интересов людей и окружающей среды. И связанный с этим минусом потеря культурного разнообразия. В своем стремлении и современности к глобализации, цивилизация неизбежно приводит к стандартизации, к потере множества уникальных культурных особенностей и традиций. Это приводит к появлению однообразной поп-культуры, утрате исторической глубины и сокращению целых городов и их традиций. И, наконец, последним минусом цивилизации является потеря духовности и моральности. Ломай меня полностью.
Все больше людей готовы пожертвовать своими ценностями и нравственными принципами ради успеха, денег или мощи. Ценности, связанные с социальной ответственностью, благородством и справедливостью, становятся все менее значимыми, а эгоизм и корысть становятся доминирующими мотивами действий людей. В заключение, хоть цивилизация принесла нам множество преимуществ и достижений, не стоит забывать о ее негативных последствиях. Всего хорошего! Ну а теперь, не нарушая традиции, переходим к интересным фактам. Первое — это древность Средиземноморья. Одной из самых известных и развитых древних цивилизаций были древние греки. Они не только создали первую форму демократии, но также внесли значительный вклад в области философии, математики, архитектуры и искусства. Другой из знаменитой древней цивилизации в этом регионе была Древняя Римская империя, которая управляла большей частью Европы, Северной Африкой и частями Азии. Второе — это Древний Египет. Египетская Египетская сила. цивилизация была одной из самых продолжительных и удивительных в истории. Они построили великие пирамиды, которые остаются единственным из 7 чудес света. Египтяне также разработали комплексную систему записи, известную как иероглифы, и создали одну из ранних форм медицины. Третье — это Индия. Индусская цивилизация, также известна как Древняя Индия, существовала около 2500 лет до нашей эры. Они разработали первую систему десятичных чисел, систему счисления, и основали индуизм, одну из старейших религий в мире. Четвертое — это Китай. Раз, два, три! Древняя китайская цивилизация имеет богатые исторические корни, которые простягаются более чем на 4000 лет. Китайцы изобрели многие важные изобретения, включая бумагу, порошок, компас и щелковое производство. Китайский императорский двор был одним из самых длительных государственных учреждений в истории. Пятое — это майя. Майя была одной из величайших цивилизаций до прихода испанских завоевателей. Они создали уникальную систему записи, математику и астрономию. Майянский календарь был одним из самых точных календарей в истории, и сложность его вычислений до сих пор вызывает удивление и у ученых. Шестое — это античная Месопотамия. Месопотамия, или Древний Ирак, была местом зарождения первых цивилизаций в истории. Здесь было создано первое письменное изложение законов и первые формы государственного управления. Также были изобретены первые колесницы и использование для строительства первых огромных зиккураторов. И седьмое — это Инковая империя. Ты, по-моему, перепутал. Инковая империя в Южной Америке была крупнейшим государством в древнем мире до колонизации испанцами. Инки разработали совершенную систему дорог, а также изначально создали форму записи на узлах шнуров, известных как кипу. Это все только некоторые из множества интересных фактов о различных древних цивилизациях. Ну а на этом мы подходим к концу. Подпишись на канал, если еще этого не сделал. Но обязательно ставь лайк, если опять же этого еще не сделал. А то, я же сочувствую. Там ссылочки смотри, проверяй. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Keep it, keep